Друзья, привет! Сейчас у нас есть целая индустрия блогеров. Эта сфера расширилась до такой степени, что сейчас блогер считается профессией. Всего несколько лет назад не было даже такого широкого понятия, как блогер. Были просто люди, которые вели свои страницы в соцсетях, и на них подписывались другие люди, и, в общем-то, было много читателей. И сегодня мы можем слышать о сталкинге блогеров, ненормальных фанатах, и так было, к сожалению, всегда. Но был случай, который потряс просто все англоязычное сообщество. 17-летняя Бьянка Дэвис вела свой Инстаграм. Ее последний пост был опубликован 12 июля 2019 года с подписью «Как у вас дела?». Но уже 2 дня спустя, ранним утром 14 июля, по соцсетям стали распространяться фотографии ее мертвого тела. Было известно, что несколько месяцев назад она познакомилась с парнем в Инстаграме. Бьянка Мишель Дэвинс была 17-летней девушкой из Ютики, штат Нью-Йорк. Она вела блог на веб-форуме 4chan и аккаунт в Инстаграме. Девушка окончила среднюю школу и осенью собиралась поступать в местный колледж, чтобы изучать психологию. Семья Дэвинс описывала ее как талантливую художницу, любящую дочь и сестру, а также замечательную молодую девушку, покинувшую этот мир слишком рано. С отцом Бьянка почти не общалась из-за их разногласий с матерью. Семью очень беспокоили проблемы девушки с психическими заболеваниями в форме депрессии, тревоги, пограничного расстройства личности и посттравматического стрессового расстройства. Однако о некоторых из них она просто врала, и после очередной выдуманной истории о селф-харме Бьянку принудили к психиатрической помощи. Оставшись в изоляции, девушка начала искать поддержку в онлайн-сообществах, таких как Discord, 4chan. И так, согласно американским СМИ, Бьянка Дэвинс впервые столкнулась с онлайн-преследованием. Когда общественность узнала о том, что Бьянки нет в живых, сразу стала возникать куча предположений, теорий, домыслов, которые совершенно не соответствуют действительности. Были даже люди, которые готовы были продавать несуществующие видео самого действия, что было над Бьянкой, да? Предположения об отношениях Бьянки с ее убийцей, 21-летним Брэндоном Эндрю Кларком, появились почти сразу. В заявлении полицейского управления Ютики говорилось: молодые люди познакомились в Инстаграме примерно 2 месяца назад. Поначалу они просто общались, но вскоре их отношения переросли в более интимные. Они проводили много времени вместе и даже были знакомы с семьями друг друга. В интервью для Rolling Stones подруга Бьянки Челс отклонила версию про преследование и подробно рассказала, что Дэвинс и Кларк хорошо знали друг друга, но их отношения были исключительно платоническими. Сестра Бьянки также прокомментировала ситуацию следующим образом: это был не просто интернет-парень, это был близкий друг семьи, которого мы знали и которому так доверяли. Кларк даже присутствовал на вечеринке по случаю выпускного в школе. Однако Бьянка знала, что Брэндон хотел большего. Иногда он называл себя ее парнем, хотя Бьянка этого явно не разделяла, этого желания быть парой. Но по некоторым источникам они были парой. По некоторым источникам мы узнаем, что это было исключительно желание Брэндона. Тем не менее, знакомые Брэндона описывали его не так доброжелательно, как другие люди. Друг детства описывал его как одержимого эксплуататора. Пользователи соцсетей отнесли его к инцелам. Инцелы — это члены субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать. Его история поиска в интернете свидетельствовала о том, что он действительно был одержим Бьянкой. Брэндон сохранял все ее фотографии, постоянно мониторил соцсети, что она выложила, не выложила. Писал ей навязчивые сообщения в огромных количествах. Один из друг Дэвинса опасался, что было место сексуальному насилию, так как оба они часто находились под кайфом. Брэндон поставлял Бьянке партии наркотиков, поэтому, конечно, мы не знаем, что между ними происходило.
Кларк вырос в не самой благополучной семье. Его отец регулярно издевался над матерью, и однажды, когда сыну было 10 лет, даже угрожал ей ножом. В связи с этим мальчик какое-то время находился под опекой штата, а его отца упекли в тюрьму. Тем не менее, при встрече с Кларком мать Бьянки описала его как очаровательного и вежливого молодого человека. И полиция, и Челс подтверждают, что Дэвинс и Кларк вместе присутствовали на концерте канадской певицы Николь в субботу 13 июля вечером. По сообщениям, эти двое встретились там еще с одним парнем, и Брэндон разозлился из-за того, что Бьянка поцеловала этого человека. И это сильно разозлило его, и в машине по дороге домой в Ютику Брэндон и убил Бьянку. После смерти Дэвинс Кларк позвонил всем близким знакомым, звонил 911 и сказал: «Меня зовут Брэндон, жертва Бьянка Мишель Дэвинс. Я не собираюсь долго разговаривать, потому что мне все еще нужно совершить последнюю часть этого преступления и убить самого себя». Когда полиция Ютики прибыла на место, Кларк лежал поперек зеленого брезента, которым было накрыто тело Бьянки, вел прямую трансляцию с места событий и публиковал фотографии в Snapchat, в истории в Инстаграме. Заметив, как прибыли полицейские, он нанес пару ударов ножом себе в шею. Попытался покончить с собой, но попытка неудачная или удачная. Его быстро госпитализировали и спасли ему жизнь. Позже была найдена его предсмертная записка. «Возможно, так ты никогда меня не забудешь». Приличный молодой человек оказался жестоким убийцей. Как такое возможно? Я обращаю ваше внимание на предсмертную записку с текстом: «Возможно, так ты никогда меня не забудешь». Что это значит? Это значит, что он действительно был одержим Бьянкой. Он думал: если ты не моя, то не доставайся же ты никому. И убил ее. Получается, убил себя для того, чтобы соединиться с ней на небесах и быть вместе навсегда, но не получилось. Можно ли назвать его сталкером, если он действительно навязывался и пристально за ней следил, за ее соцсетями, сохранял фотографии? То да, конечно. И когда он увидел поцелуй с другим человеком, конечно, это стало точкой кипения. Но мог ли психически здоровый человек разозлиться до такой степени, чтобы убить свою любовь? Напишите в комментариях, как вы думаете, убийство в данном случае это акт злости или это от нездоровой психики? На месте происшествия были найдены и другие ножи, веревка, другие инструменты, которые свидетельствовали о том, что это преднамеренное убийство, то есть он это планировал. Следователь Питер Паладино считает, что нападение было спланировано заранее, и что Кларк хотел отличаться от других и жаждал славы в интернете. Изображения мертвого тела девушки были впервые опубликованы Кларком в его инстаграм-аккаунте в 6:40. Затем он поделился видео в истории о том, как он едет по темной дороге с подписью «Вот и ад. Это искупление, верно?» и изменил свою биографию. Просто знаю, что я сейчас не чувствую боли. Брэндон также якобы поделился изображениями в Discord с подписью «Извините, ублюдки, вам придется найти кого-то другого для орбиты». Какая была реакция людей на это событие? Может, хватит быть придурками? Бьянка Дэвинс была чудовищно убита человеком с Дискорда. В первую очередь, она такой же человек, как и мы. Хватит распространять эти ужасные фотографии. Большинство пользователей, конечно, совершенно оправданно испытывали отвращение к публикации этих фотографий, потому что на них нежелательно натыкаться. И взрослым, зрелым людям, и тем более детям. Эти кадры очень повлияли на психику многих людей, в том числе и на семью Бьянки. Однако, конечно, под постами в инстаграме Бьянки есть комментарии пользователей о том, что она хайпит на этом. И некоторые даже уверены, что девушка виновата сама в своей смерти. Конечно, она не заслужила такой смерти, но определенно понимала последствия своих действий. Не согласна, потому что не было угроз, что он ее убьет. Она этого не знала и даже не могла предполагать. Возможно, могла предполагать, но она просто предложила Брэндону расстаться. И кто знал, что он из-за этого ее убьет?
Откуда она могла знать, что он так поступит? Конечно, мы многого не знаем об их отношениях, и были ли это вообще отношения, потому что разные источники, разная информация. Тем не менее, не надо делать из убийцы жертву. В своих соцсетях сестра Бьянки, Лив, написала следующее. «Ужасно, что мне приходится это писать. Не хочу мириться с мыслью, что ты уже никогда не вернешься домой. Ты была лучшей сестрой, о которой можно было мечтать. Покойся с миром, я всегда буду сильно любить тебя». Брат Брэндона также вышел на связь, чтобы выразить сожаление и обратиться к обвиняющим его людям. Что может быть лучше, чем проснуться в 4 утра и узнать, что ваш брат кого-то убил и, мало того, пытался покончить с собой? Разве что подсознательные попытки оправдать дорогого вам человека и обвинения в свой адрес от людей в ошибках моего брата. А что было дальше? К 15 июля уже прошли сутки. Этот случай масштабно пошел просто по всему миру. Все говорили о Бьянке Дэвинс. И, конечно, этот случай стал, наверное, самым разрекламированным убийством в социальных сетях. Девушку даже в СМИ называли знаменитостью Инстаграма, хотя на тот момент у нее было всего 2000 подписчиков. Вы должны понимать, что этот человек был популярен в определенных кругах. И тем не менее, даже когда она не являлась крупным таким, скажем, блогером, все равно у нее были сталкеры. У нее были люди, которые были зависимы от нее. Поэтому представляете, насколько большой процент таких людей встречается у более знаменитых, известных блогеров. Инстаграм еще долго боролся с фотографиями, которые распространялись просто в неимоверных количествах. В своем заявлении представитель Facebook сказал: «Мы принимаем все меры, чтобы удалить этот контент с наших платформ. Мы не хотим, чтобы люди видели что-то, нарушающее нашу политику. Знаете, все наши мысли сейчас обращены к тем, кого затронуло это трагическое событие». Вскоре Facebook добавил изображение в цифровую базу данных для блокировки и внес в черный список хэштег. Сервер Discord и аккаунт Брэндона в Инстаграме были удалены. 21 сентября 2020 года семья Дэвинс представила закон Бьянки. Требования к платформам социальных сетей с доходом более 10 миллионов долларов и более 100 тысяч пользователей в месяц, а создание отдела, занимающегося выявлением и удалением агрессивного контента, нарушающего стандарты модерации платформы. Также была учреждена стипендия от имени Бьянки для студентов, получающих степень по психологии. Власти Ютики предъявили к чудо выжившему Брэндону Кларку обвинение в убийстве второй степени, но он не сразу сознался в том, что сделал. Спустя время его обвинили в содействии тюремной контрабанде, когда нашли у него в камере заточку из зубной щетки. По словам следователя, примерно в это же время он написал письмо другу, в котором хвастался и отмечал, каково это убивать. В этом же письме нашелся и мотив совершенного преступления. Брэндон не мог смириться с мыслью о том, что Бьянка уйдет из его жизни. Поэтому он решил, что они уйдут вдвоем, но так и не получилось. То есть она не досталась ни этому парню, ни Брэндону. В общем-то, вот такая жестокая зависимость, я бы даже не сказала, что она любовная. Какая-то психологическая зависимость, это нездорово. Решающую роль в признании его вины сыграло опубликованное видео самого действия над Бьянкой, в котором и подтвердилась официальная версия случившегося. То есть именно Брэндон сделал это. Сначала на записи Бьянка мирно спит на заднем сидении машины, после чего Брэндон будет ее для обсуждения инцидента с поцелуем на концерте. Девушка извиняется, но дает парню понять, что они как бы не вместе, и она полностью вольна в своих действиях. Кларка такой ответ не устроил. Он начал избивать Бьянку, но та грозилась выйти из машины на обочине и идти дальше пешком. В этот момент Брэндон напал на нее с ножом, который он прятал на заднем сиденье. Он действительно застал ее врасплох. Девушка не имела понятия, что будет дальше, и у нее не было времени на самозащиту. Затем Кларк приступил к видеосъемке последних вдохов Бьянки, прежде чем сфотографировать ее тело и опубликовать их в социальных сетях. Психологи объяснили, почему он так поступил. А Брэндон как бы говорит, что у меня есть контроль над тобой, я убью тебя, а потом сниму это на видео и покажу всем, чтобы все знали, какой у меня есть контроль над тобой. Во время выступления в суде Брэндон также подтвердил, что у него в телефоне был список вещей, которые он должен сделать во время этого акта, в том числе изменить свою биографию в Инстаграме на дату смерти и написать цитату из бойцовского клуба. «Это твоя жизнь, и с каждым мгновением она кончается». Так и подтверждается теория о преднамеренном убийстве. Получается, что заявление Бьянки о расставании это было конечной точкой, после которой он решил
все сделать? Или нет? Или он до этого подозревал, что Бьянка еще с кем-то общается? Yes, ma'am. It's kind of a lingo in her community. It's orbiters are basically usually, you know, men who kind of obsess over these young women like Bianca who end up on the R9K community. Думаю, мне пора осознать, что как бы сильно я этого не хотел, исправить свой ужасный поступок я больше не могу. Я приношу извинения всем людям, которые знали и любили Бьянку. Я приношу извинения всем, кого это затронуло, всем, кому пришлось увидеть ее ужасную фотографию. Я знаю, что сожаления недостаточно, и это никак не отменяет того, что я сделал. Но я бы правда хотел сделать что-то большее. I plead guilty, Your Honor. Yes, Your Honor. I would like to apologize to the family and friends of Bianca for how long that this has dragged on for. I'm sure that they just want this to be over. Похороны Бьянки состоялись 19 июля, а 14 февраля 2020 года в память о ней была проведена выставка ее художественных работ. Конечно, это тяжелая и ужасная история, но это не история любви, как пишут СМИ. Это история любовной зависимости и психически нездорового человека. И к чему это смешение может привести? I just started screaming, it's not her. It's not my daughter. It's not my daughter. He took my best friend. She was my everything. My last memory of Bianca is her looking beautiful. And she hugged me goodbye and said, I love you. And I told her, I love you, be safe. And that's how I want to remember her. She was so excited to go to the concert. It was her first adult concert. So the last that I had heard from her is at 7:30. She said they were looking for parking. Olivia answered the door a little after 7 a.m. and came up to me and said, Mom, the police are here for something about Bianca. At that point, I think I just immediately went into shock. I was just thinking she was hurt, and I had to find her and get her help, get her to the hospital. So probably a little after 8, they sat us down in my living room and said they had found Brandon and a deceased woman that they believed to be her. My older brother is a nurse. He identified Bianca through a photograph. He came in and told me it is her, and by looking at the injury, she did not suffer. I couldn't believe it. I mean, I let her go with him because I trusted him with her. I was just constantly like, wow, how did that happen? I just miss her smile and her sweet voice and her laugh. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратнее, когда знакомитесь с кем-то в интернете, и вы замечаете, что человек слишком сильно интересуется вами и буквально становится вами одержим. Держите такого человека на дистанции, не позволяйте ему узнавать личную информацию, чтобы вы же не знаете, что у него может быть в голове. Может быть, он тоже захочет сделать так, чтобы иметь над вами контроль, и только вы были его, и воссоединиться с вами, не дай бог, на том свете. Вы часто у меня спрашиваете, что делать в случае сталкинга, рассказываете свои истории, но всем как одному я могу сказать, что нужно держать дистанцию, когда вы чувствуете, что человек залезает на ваше пространство, и вы чувствуете вот эти проблески неадекватности где-то в каких-то моментах. Поэтому, друзья, пишите ваши комментарии, что вы думаете вообще по поводу этой истории, такой неоднозначной, какое ваше мнение в итоге, почему Брэндон Кларк сделал это с Бьянкой. И виновата ли Бьянка в чем-то? Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. А я с вами прощаюсь до нового видео. До скорой встречи.